Дорогой друг, ты на канале Космигеймер, меня зовут Евгений, сегодня мы продолжаем играть в игру Man Lords. Продолжаем строить нашу деревню и играть именно в режиме экономического развития. Я очень не люблю играть в такие игры в военном режиме, потому что это просто слишком, не то. Мне хочется вот поразвиваться, посмотреть, как развиваются хозяйства, куда можно достичь экономики, в экономике каких возможностей. Это куда интереснее. Что у нас здесь происходит? У нас есть, давай обзор сделаем с прошлой серии. У нас есть каменоломня, которую мы запустили. В ней есть одна семья, которая работает. У нас имеется несколько складов. Мы запустили факторию, которая потихонечку продает, скорее всего, камень. Да, мы продаем камень и доски. Отлично. Так, у нас имеется лагерь охотников. Есть гончая. Где-то здесь в лагере должна была быть, нет? Или нет гончей? Да, посмотрим. По-моему, гончую я не делал. Нет, гончую я не делал. Хотя у нас здесь стоит гончая. А что такое? Почему я? Есть люди. Я не знаю, где гончая. Но должна была быть, наверное, где-то здесь. Или мне кажется. А ну-ка. Да, ходит гончая. Все, это я, в общем, запамятовал. Ну и ладно. Так бывает, когда неделю не приходишь. Есть у нас хозяйство. Козочки. Хорошо. Сторожка дровосеков простаивает. Но дрова еще имеются. И что у нас еще имеется на хозяйстве? Грибники. Грибы собирают, наверное, да? Да. Соль убираем. Убираем соль, отлично. И собрались еще глину копать. Ну что, тогда ускоряемся. Обзор сделал. Примерно понял, что где и как. Специально показал обзорку для того, чтобы вы тоже видели, ориентировались, кто смотрит первый раз и не смотрел первую серию. И просто напомнить. У меня здесь сейчас имеется не так много семей, чтобы они прям везде могли жить и всем заниматься сразу. 11 семей имеется. Мне вот не хватает в сторожке одной семьи. Я, в принципе, могу с каменоломни снять, но так хочется пособирать ресурсы, поубирать. Укрепить экономическую ситуацию в плане еды. У нас еды сейчас на 7 месяцев в запасе. И очень хочется надеяться, что еда будет поступать не только с мелкой дичи, которая сейчас 43 штуки, и грибов, но еще и вот молоко появилось, 4 меры молока у нас имеется. И потихонечку, наверное, будет появляться козлятина со временем. Склад какой-то переполнился, который из... Чё? Интернет отвалился. Но мне же это писать не мешает. Это же локальная игра. Странно вообще. Чего он отвалился? Ну ладно. Так, большой склад у нас. Ну, он не слишком и переполнен. У нас есть еще камень необтесанный. Что мы можем с необтесанным камнем сделать? Ничего, нам надо тесанный камень. Как сырье мы его навряд ли продадим. Хотя можем. Это что у нас? Это мелкая сделка. Да, пока будем вывозить камень тоже.
До нуля его будем вывозить. Потом, как решимся его обрабатывать, тогда будем обрабатывать. Пусть пока вывозятся. Хуже от этого не будет. Хорошо. Это все хорошо, прекрасно, отлично. Что у нас тут по соли? Соли осталось 37 штук. Можем перетащить ее на склад. Пробежал торговец. Не торговец, а работник этого склада. Он заберет соль. И мы заново запустим уже сборку соли. Все собрал? Собрал. Теперь этого работника можно снять, а вот сюда поставить. У нас есть еще одна семья. Давай мы ускорим выборку. Выработку заберем. У нас все это дело освободится. Ну и, соответственно, мы сторожку дровосеков в семью отправим. Сейчас мы ничего не строим, так что нормально. И вот у нас здесь не хватает семьи в яме. В фактории запасы почему-то. Что с факторией? Материалов слишком много. Ну, извините, продавайте быстрее. Сейчас мы стойло поулучшаем. Да, получается, у фактории материал лежат. И он портится. Они не успевают вывозить на продажу. Значит, нам что надо? Нам надо в фактории сделать... лошадей купить. И вот сюда нам надо семью. Ну, есть семья одна работает. Хорошо. Так, а что с инструментом? Где ты инструмент забыл? Угу, тут не хватает. Ладно, соль мы выбрали. Соль мы еще не выбрали, но семью одну освободим. Вала некому таскать. Так, у нас свободно 2 семьи. На грибы. Только глина. Отлично. Значит, идем глину собирать. Что вы тут строитесь? Вот уже строится. Доски тащат. Хлеб строят. Переполнен склад. Это плохо. Постройка нуждается в обслуживании. Угу. У нас закончились инструменты. Ожидаемо. У фактории промокают запасы. Закончился инструмент. Железа у нас на территории нет. Придется делать закупки. Но перед тем, как делать закупки, нам нужно купить лошадей. Хотя бы одну. Раз в месяц нам можно купить лошадь. Да. Ну, октябрь, ноябрь. Можно, конечно, построить свою фабрику. Даже не фабрику, а штуку, да, которая позволяет торговать животными. Называется пункт торговли скотом. Можем свой поставить, и у нас будет свой торговец, который будет животных закупать. Это довольно хорошо.
Так, и что мы еще можем сделать? Мы можем построить усадьбу. Я думаю, ее вот здесь возле каменоломни поставлю. Да не буду ее расширять ничем, дорого. Так строить. Время ускорить. И в фактории нужно заказать скот. Зарезервировать. Как только появится, так сразу и будет. Вот уже лошадь есть в фактории. Я думаю, с ресурсами, ага. Ну, должна разобраться с ресурсами наша фактория. Можем людей добавить. Зима у нас скоро. Все хозяйства заполнены живыми людьми полностью. Больше семьи не прибудут. Что у нас фактически по еде? Есть козлятина, уже появилась. Отлично. Есть молоко, есть козлятина, есть мелкая дичь, и мы уже как бы живем. Но излишков, конечно, нет. Хотя есть немножко. На 7 месяцев мы запаслись вперед. Топливо на 55 месяцев вперед. Ну вот и хорошо. Достроим пункт торговли скотом, купим еще лошадей, и фактория разгрузится по материалам. Уже начала разгружаться, хотя все равно приносит. И приносят много. Будем улучшать этот процесс. Тут спешить некуда. А иногда даже и вредно торопиться. Соль заканчивается. План такой, я выберу соль, перенесу ее на склад. И все, собственно, у меня будет соль. Инструменты нужно закупить. Вот это вопрос. Я хочу сначала деньги вложить в скот, а потом в инструменты. А еще лучше, может быть, у соседей копнуть железо. Где мы можем? Вот соседи есть у нас. Вот тут. У них вот есть железо. И вам нужно пойти и выкопать. А есть где-нибудь железо, так чтобы его можно было долго копать? Вот тут. Посмотрим на карту. Можно как-то развернуть картинками к нам. Вот. В общем, если ресурсы у нас с человечком нарисованы, значит мы там копаем долго. Долго и мощно. А если без, то так, выкопали за раз и забыли. Вот у нас на территории, получается, с человечком стоит каменоломня. Зайцы нарисованы, зайцы-кролики. И все. То есть у нас тут ничего такого богатого нет. И у нас проблема с железом. То есть мы уперлись в инструменты. Вот тут хорошо с железом есть. И у нас ближайший сосед, у которого есть железо. Много. Я думаю, что вот этот. Сейчас мне нужно будет сюда прийти и выкопать это железо. Ну, будем, значит, копать. Чуть-чуть карту наклоним для удобства. И вернемся в нашу деревню. Я, правда, верну назад тот ракурс, с которого смотрел. Потому что так неудобно, когда оно вертится во все стороны. Хорошо, у нас появилось немножко влияния. У нас тут усадьба. Сделаем дровяной запас на усадьбу. Ну и будем улучшать торговлю. Что нам надо сделать, чтобы вот это вот влияние выросло? Нам надо сбагрить лишнюю еду в церковь. Но тут есть нюанс такой, что церковь может всю еду забрать. Будем мы без пищи.
Церковь чуть-чуть вот так вот поодаль поставим. Надо так надо, придется. Еще одну лошадь покупаем. Пункт торговли с котом нам пригодится. Просто сейчас нет свободных рук туда. Поэтому мы просто раз в месяц покупаем по лошади. Тоже неплохо. А вот здесь вот есть свободные руки на грибах, но тут у нас есть садик такой небольшой с травами. И эти люди занимаются, собственно, этими травами. Зачем нам травы? Их там вот 16 штук у нас имеется, 16 мер. Ну, как минимум для того, чтобы люди не болели. Поэтому не будем забирать с уборки травы никого. Вот в соляном карьере закончилась соль. Ее нужно перетащить на склад. А в глиняном карьере что? Требуется обслуживание. То есть нам надо, мы уперлись в наличие инструментов. Он-то копать будет, но очень медленно. И может еще и обвалиться. А это не очень хорошо. Тут церковь вот строится. Бегают, строят. Что у нас со скотом? 2 вола. 2 лошади. 0 мулов. 14 козлат. Коз. Неплохой учет. Можем налоги потихонечку собирать. Правда, с кого? Может, пока не надо. Дом, чтобы улучшить, нам надо доступ к церкви. Ну вот не зря мы церковь строим. Соль мы с карьера забрали. Карьер можно этот разобрать. На складе есть люди. 117 мер соли. Забираем отсюда вот человечка. Убираем с этого склада хранение соли. И на наш основной склад поставим хранение соли. Его заберут. Пойдут за солью и заберут ее. Так, это есть. 117 соли мир. Ну, в принципе, все в мирах. Я буду так штуки называть. Глину мы копаем. Здесь на складе можно глину сразу собирать. Свободные руки имеются. А вот на торговлю с котом надо поставить одну семью. Вот так. И купить лошадей. До 4 штук. Вот и пусть занимаются. Вот фактория разгрузилась по материалам. Теперь у нее не будут они портиться, будет продавать. Все и вовремя. Можно даже одну семью освободить. Они здесь с лошадьми сами разберутся. В пильной яме, говорит, нет места для хранения продукта. Так вот же, только что забрали. Да, нам надо репутация, нам надо пойти накопать железо. Можем, конечно, купить, но
Я хотел сады поставить. Что будет, если мы сад поставим? Так, хорошо, сады. Мы тогда добавим, раз у нас есть еда на 6 месяцев, мы вот сюда вот добавим вот так вот немного хозяйств. Так. Вот это хозяйство мы снесем. И вот это снесем. Угу. Это где-то вот тут у нас между... Дорогу надо поставить между хозяйствами. Я думаю, где-то вот так. С одной стороны, я рискую тем, что у меня сейчас увеличится количество населения, и еда может закончиться. С другой стороны, мы, в принципе, укрепляемся. Так что будет у нас тут все отлично. Там козлятина уже есть. Компенсируем нехватку. А вот в этих двух крайних мы сады поставим. У нас будут яблоки, будут груши. Не сразу они, конечно, будут, должны вырасти еще. Вот в этих маленьких хозяйствах мы козочек заведем. Деньги есть на это все. Я надеюсь, хватит. И распределим прибывшее население на различные задачи. Церковь достроили? Да. Вот, пожалуйста, уже в церкви кто-то есть. И смотрим. Можем теперь увеличить уровень хозяйства, который уже есть. Это хозяйство нам будет приносить доход. Так называемый налог. Пассивный. Но активный будем собирать, когда выставим налог. Я налоги еще не выставлял. Пока рано. Бревен не хватает. Ну вот, потихонечку мы развиваемся. Вот здесь мы купим сад. Сейчас его достроят, и мы засадим туда что-нибудь полезное. Можно купить козочек, соответственно. Да, пока люди не въехали и не живут, конечно, там никого нет. Конечно, там это все хозяйство не работает. Но мы подождем. Есть 4 лошади. Переполнение закончилось. Да, ну и у нас еще выработка просела, так что тут все очень-очень двояко. У нас уровень повысился поселения. И мы можем ожидаться в скором времени. То есть ничего мы тут не можем. Понятно.
Сразу можно улучшить. То есть только въехал, сразу все условия есть для улучшения. Отлично вообще. У нас деньги копятся, можно, в принципе, их и потратить. Потратим мы их на закупку инструментов. Я вот думаю, ну да, в принципе, можно инструменты сразу купить. Они дорогие, конечно. Давай до 10 штук накопим себе инструментов и остановимся. Еще и пошлина на возимый товар плюс 10. Ну ничего, пусть везут. Одно вывозим, другое завозим. Тут можем проапгрейдиться. Сюда у нас не хватает бревна. Почему бревна не хватает? Ну, потому что вот у нас выработка села из-за инструментов отсутствия. Что мы завезем товар или не завезем? Пока только лошадей купили. Ну, подождем. Ну, с глиной мы справляемся. А соль мы 77 штук осталось, еще не всю перевезли. Там, видимо, работники склада заняты очень чем-то другим. Ну да, торгуют на рынке. Ну, ничего, мы особо никуда не торопимся, нормально. У нас все получается. Козочки, улучшения. Тут надо яблоки купить. Едет семья, высадят яблоки. 3 семьи у нас уже свободно, ничего не делают. Где мы можем улучшить эффективность? Где мы страдаем по эффективности? Можем бросить всех вот сюда, чтобы не ждать. Глину соберем. Да, у нас доски закончились. Еще соберем доски. Вот у нас все уперлось и встало в отсутствие инструментов. Уже начали инструменты завозить, я так понимаю, да? Завезли? Ну-ка, покажите мне. Да, инструменты ввезли. И ввезли нам их аж 1. 1, 10, 13, 11 инструментов заехало.
И вот 4 еще, то есть 15 штук. Значит, что? Значит, у нас производство пошло дальше. Шахта обслуживается, все нормально, не завалится. Ну, я думаю, я буду продолжать ввозить инструмент по мере необходимости. Он, конечно, будет восстанавливаться, накапливаться 10 штук и перестать въезжать. Но когда нужно, когда он будет расходован, заедет как раз. Что у нас здесь? Улучшим. Увеличим количество населения. Закупим сад. Подождем доску. Козочки. Вот так вот потихонечку, помаленечку. Мы это все поулучшаем. Что тут у нас? Здесь у нас домики уже второго, ну, первого уровня, получается, да? Второй уровень, второй. Домики второго уровня. Всего у нас домов первого уровня 18, а второго 17. Все-таки у нас, наверное, первый уровень или выше считается 18. То есть 17 домов второго уровня минус... один дом, в общем, у нас получился не улучшенный, да? Так получается. Какой? Да не, вот еще. Тут мы грушу закажем. Ну, фактически я вижу сколько. Вот раз, два, три, 4 дома у нас не улучшены. Я не знаю, как здесь калькуляция работает, но я знаю, что у меня не улучшенных 4 дома. А разница между улучшенными и неулучшенными у меня целый 1. Как это работает? А, он по семьям считает. Одна семья у меня живет в половинке дома. Все равно не понимаю. Будем считать фактически. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 хозяйств. И здесь 8, 9, 10. Это улучшенное хозяйство. 10 штук. Тут он мне показывает 17. 17 семей в 10 хозяйствах. Я не знаю. Я думаю, что что-то не так с калькуляцией. Я думаю, что пилить можно и поэффективнее. И бревна можно поэффективнее притаскивать. Чтобы улучшиться до следующего уровня, нам надо напоить население напитками, сделать одежду и какие-нибудь фрукты найти. Ну, у нас есть груши и яблоки, которые будут фруктами, наверное. Я надеюсь.
Глину еще добывают. Ну что у нас с семьями? Нормально? Давай мы тогда начнем репутацию собирать. Налоги. Давай 3% еды отдавать. 17, 10, 10% нормальный стартовый налог. Можно, конечно, меньше сделать. Начнем сливать еду в церковь. Что с доской? Почему? Куда она девается? Доску мы будем собирать тогда, когда напилим дров. Давай увеличим количество людей, которые работают на бревнах. Можем скот зарезервировать. А напильную яму я скот не буду резервировать, потому что у меня всего 2 вала, один на строительстве. То есть он просто для строительства ничего не будет таскать. То есть если один полностью занимается только подвозом бревен в лесопилку, то второй с лесопилки берет и несет на строительство. То есть мне в таком случае надо просто построить еще один хлев. И тогда второй хлев будет как раз заниматься стройкой, а на лесопилку, на пильную яму можно будет зарезервировать вала. Это будет, да, это решит проблему. Но валов надо еще парочку купить. Тогда вот тут у нас есть торговля. Давай мы купим еще валов. Только не мулов. А именно валов. До 4 штук завезем. Тогда зарезервируем себе вот сюда скот. Все на своих местах. Что, мы выкопали карьер? Выкопали. Все. И его можно сносить. Так вот, раз. Теперь глина. Глину мы перестаем здесь собирать. Человечка забираем. Заберем глину в основной склад. Тикс. А вот соль перенеслась, 117 штук. И у нас тут склад с солью был в кустах.
Все, пустой склад, можно сносить его отсюда. Теперь вот эти вот товарищи грибы, которые собирают. Ну, в принципе, у меня к ним претензий нет, они себе работают и работают. Этот склад мы уберем, территорию освободим. Теперь что у нас по деревне? Вырастут сады, они вырастут через год-два. Они вырастут сады, только если люди сюда заселятся. А люди еще не заселились. Ни в первый, ни во второй. Они вон к козочкам заселились. Чем найдутся желающие высаживать сады? Итого у меня 8 семей свободно. Что мы можем сделать с 8 свободными семьями? Надо посмотреть, что у нас вообще по урожайности земель. Пшеницей можно засадиться. Класс. Пшеница, лен, ячмень, рожь. Короче, у нас плодородная земля. 8 свободных семей. О чем это нам говорит? Говорит нам о том, что мы можем построить житницу и посеять поля. И вот у нас как раз место отличное для поля. Я не знаю, смогут ли люди обработать это поле, достаточного ли размера оно будет, так чтобы они справились. Но мы попробуем. На поле здесь у нас будет сейчас земля под паром. Ну, поставим на ротацию. Будем... Сейчас октябрь. Поставим пшеницу, ячмень и лен. И пусть оно в ротации будет. Посмотрим, как это будет вообще происходить. Будут ли успевать распахивать и так далее. С ним делать все эти дела с полем. Насколько оно большое, будут ли успевать. Если не будут успевать, сделаем меньше. Если будут успевать, будем, может быть, еще одну житницу поставим. В общем, посмотрим, подумаем. Нас никто в этом не ограничивает. Житницу достроит. Я думаю, что 8 семей это хорошее вложение в земледелие. Пусть занимаются. Ноябрь. Может, они еще и пшеницу успеют высадить. А может, они успеют. Распашка. Я знаю, что была такая проблема, что вот поле, если не распахано до конца и меняется сезон, то это поле уже не будет распахано. Оно просто заново распахивается. Ну, значит, распашут весной и так далее. Будем смотреть. Ну, торопится распахать. Довольно быстро закрывается это все дело. Что там, склад закончили? Нет. Ну, ничего страшного. Ну, в общем-то, на этой веселой ноте стабилизации мы с вами, наверное, сегодня закончим. Наш поселок потихонечку развивается. У нас сейчас 23 семьи. Вполне себе неплохо. У нас на 5 месяцев запас еды.
Мы развили факторию, укрепили факторию лошадьми, сделали себе пункт торговли скотом, улучшили ряд домов до 2 уровня и построили еще одну часть поселка. Высадили сады, вернее, только разметили территорию под сады, но потихонечку это все будет развиваться. Собрали соль и собрали глину. А также начали заниматься сельским хозяйством в плане распашки. Ставь лайки, пиши комментарии, приходи на следующее видео. Оно выйдет в скором времени. Пока. Подписывайся, если смотришь без подписки. Это помогает развивать канал.